Общий привет. Продолжаю готовить лодку. Накинул баллоны, чтобы примерить, как они будут располагаться. Подкачал, посмотрел, приступил. В накачанном состоянии видно, что сидят баллоны хорошо. Посмотрел места, где нужно будет располагать крепеж. Если что, это видео сделано еще до момента, как полностью был открашен корпус. Следующим этапом крепим нос. Как видно на видео, крепится это через алюминиевые полоски. Алюминиевые полоски можно приобрести где угодно, даже в торговых центрах, как Leroy, Аби, у кого где есть. Размечаешь расстояние между отверстиями равное и, соответственно, делаешь отверстие и клепаешь. На борт лодки нанес кусок отрезанного ПВХ, проклеил, чтобы клепки, не дай бог, не протерли баллон. Хотя я думаю, что там и так все рассчитано, но для безопасности лишний раз лучше перебздеть. В конечном итоге корпус буквы П занял 500 клепок, 500 отверстий, 500 клепок. Это и верх, и низ. Клеил на обычный ПВХ клей. Далее с помощью фена ролика укатываю. Этого всего можно было, наверное, и не делать. Это, в принципе, только, наверное, ради того, чтобы перебздеть. Потому что это первый опыт, и как это будет дальше, мне было неизвестно. Это я могу сейчас сказать, что можно было бы этого и не делать. Но на тот момент мне казалось, что лучше перебздеть и максимально защитить. Как говорится, делай хорошо, плохо само получится. Первую сторону по низу я насадил. Крепим клепки, которые держат баллон снизу. То есть нужно разметить места, чтобы совпадали. И на определенную глубину, не просверливая насквозь, соответственно, стеклопластиковые, дабы не попасть в баллон, на определенную глубину засверливаемся, вставляем клепки и, соответственно, клепаем. Шаг у меня был точно такой же, как и у завода, у производителя. Ничего я не выдумывал. Но было не в заводские отверстия. То есть я сделал смещение от заводских отверстий, так как у меня были новые полосы, новые клепки, новые баллоны. И я чуть-чуть сместился, чтобы не попадать в старые отверстия. Как вы понимаете, что это процесс не быстрый, достаточно муторный, монотонный. Сверли, вставляй, клепай. Но при этом нужно соблюдать, что каждая клепка прижалась, а не просто вытянулась где-то в пространстве.
Здесь наглядно видно, как я отступил от старых отверстий и, соответственно, сделал новые отверстия. У меня они получились чуть-чуть ближе к краю, чем было раньше. Также можете здесь наблюдать, как покрашен корпус. Аналогично делаем вторую сторону. Также размечаем, делаем отверстия, которые будут заходить в клепки. Также прокладываем линию, полосу ПВХ и уже клепаем. Пользуйтесь всеми возможными подручными инструментами, которые вам помогут осуществить вашу работу. Неважно, что вы делаете. Чем больше инструментов помогательных вы используете, тем лучше и точнее вы сделаете свою работу. Понятное дело, что каждый может сделать на коленке из подручных вещей, применить силу и так далее. Но когда ты хочешь хорошо, то используй инструмент, который для этого специально придумали. Полоса проклеена, раскладываем правый борт, примеряем и клепаем. Нужно обязательно чуть-чуть дать давление в баллон, чтобы он уселся на свое законное место, чтобы можно было подровнять, пошевелить, чтобы не получилось так, что ты приклепал, надул, а он у тебя криво-кос стал. Здесь аналогичный процесс, что носа, что правого борта. Это внутренняя часть. Внутренняя часть имеет всего лишь вот пару сантиметров бортик, в который нужно попасть, не промахнуться, чтобы не расперло. Желательно прямо в серединку. И процесс такой же, все одинаково. Также сверлим, вставляем клепку, вытягиваем, проверяем заранее, чтобы все вытянулось, все совпало, все прижалось. Дальше смотрите следующую серию.